Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардию, а это вырезка со стрима. Так, топ не один ты не спойлеришь. Я думаю, здесь что-то будет с цветками. Будет весело. А, я, кажется, вспомнил, что это будет весело. Гарантируешь? Тоже можно скинуть катку как-нибудь. Но я же говорю, ребят, в рубрике «Комментирую игру моего подписчика» есть ссылка на конкретную запись в моем телеграм-канале. Поэтому, ребят, переходим, смотрим, что нужно сделать и скидывайте свою каточку. Только проверяйте запись обязательно, потому что много мне кидают записи, которые, ну, очень лагающие и тому подобное. Так что, ну, вы понимаете. Как ты это сделал? Ты молодец. Угу. Знаешь, что что-то будет с пандами. Берет клевер. Просто так. Топ не один всегда берет пандочку и всегда берет клевер, заметьте. Сейчас по-любому какую-то легендарку вытащит. Отвечаю. Еще один клевер, чтоб мало не казалось. А через что записывать игру, подскажите? ОБС. Просто ОБС. О, ну естественно пандочка, ребятки. Ребятки, пандочка. Пандочку и клевер в нее. Быстрее, быстрее. Давай, 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 давай. Клевер. Клевер. Эх. Занервничал в моменте и такой думает, надо что-то интересное такое. С компа через ОБС, с телефона через встроенные всякие приложения. Там и обычно можно там встроенную запись бахнуть. Только ее надо настроить. Эльфов тут особо нечего брать. Понял, ребят, вы поняли, что он делает? Он сейчас хочет достать себе вертолетик раннего. Топ не один такой быстрый. Не, на самом деле, что-то немножечко... это хорошо, молот грома. Сейчас по-любому он вертолет достанет, проверяйте. Он любит такое дело. Он любит такое дело. Он сейчас вертолетик достанет. Он сразу, видите, глазами анализирует, какие тут есть легендарки и что надо, типа, поставить. Чтобы вот какую расу надо поставить, чтобы вытянуть конкретную легендарочку. И это сейчас будет. Я уверен. Сейчас вертолета достанет к 10 раунду. И там он возьмет себе фулл мехов, поставит и кайфовать будет от жизни. Предметы у него хорошие для старта. У меня, блин, кофе уже остыло, прикиньте. Я с этими комментированиями могу даже кофе попить. Я видел эту игру. Где ты там успел? Ты что, за ним следил? Или ты где-то здесь участвовал? Ага. Гоблина-убийцу поставил. Хочет денег срубить. Баф людей хочет еще поставить. Блин, то ли у меня плеер немножко подлагивает, либо это просто игра. Хотя я думаю, это больше игра, чем у меня плеер подлагивает. Что-то я больше даже в этом уверен. Так, реализация гоблина монетки есть. Ага. Ну, ты говоришь, сейчас Гирыч выпадет, а я заранее говорю тоже. Понимаю. Ребят, накидайте лайков под стрим. Много народу на стриме, а лайков очень мало. Я шо, не заслужил лайк? А? Базенком, я так понял, ты спрашивал в целом по предметам, какие забалансить, какие не забалансить? Я просто немного... Я просто подумал, что ты спрашиваешь, что по игре бы ему взять. А потом, когда ниже увидел, что топ не один как ответил, я такой думаю, ага, я думаю, это по предметам. Ну, во-первых, как написал топ не один, это сердце инсектоидов перевести обратно в 3-й тир, это первое. Второе, переработать доспех экзорцизма, потому что максимально бесполезный предмет, который тупо надо выкинуть. Щит 3-го тира тоже переработать, потому что это, откровенная, неюзабельная хрень, если откровенно.
Щит 5 тира тоже переработать, сделать ему секунду КД. Волшебную палочку 1 тира тоже переработать, потому что, ну, юзлес предмет. И перчатку немножко все-таки бафнуть, чтобы она хотя бы давала скорость атаки. Было бы очень приятно, чтобы она соответствовала Мидасу. То есть 10% скорость атаки. Приятно. Что бы еще такого переделал? Цепочка 1 тира, ну, она вроде бы нормальная, на 6 секунд может выключить какую-то фигуру, но я бы ее тоже переработал. Щит 2 тира бы, ну, щит 2 тира, на самом деле он работает только когда у тебя однозвездные фигуры. Я бы его вообще выкинул, этот щит 2 тира. Ну, я бы его брал. Ну да, я, кстати, что-то забыл, что его апнули, этот щит 3 тира. В принципе, более-менее хороший предмет. Нормально, медузка так пришла. Я вот сейчас задумался, что... О, 3 баф людей, кстати. Не хочешь поставить баф людей? Или ты все-таки ждешь, когда тебе пандочка что-то сейчас принесет и халявные роллы, а? Я сейчас думаю, что еще такое просто можно будет поправить по шмоткам. Но щит 5 тира точно надо балансить. Ему надо секунду КД хотя бы поставить. Ну, 1,5 секунды. Да, даже 1,5 секунды, а не секунду. 1,5 секунды самое то. Брошку гномов я бы, наверное, тоже немножечко бафнул. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Я говорил, что сейчас что-то будет. Контент пошел. Ай-яй-яй. Вот это прикормка, ребята. Вот это прикормка. Он отчасти даже предметы забыл перекинуть нормально. Не понимаю, как разработчики этого не понимают. Они в свои игрушки не играют. Так по факту они и не играют в свои игрушки. Им плевать на свое комьюнити, на все. Им бы главное вот сундучки бы поделать и все. Вот это им самое главное. Сундучки. Сундучки, чтобы побольше подонатили и тому подобное. Тут на самом деле вот это вот... Они просто вот потенциал этой игры опустили в днище. Они могли такой проект забабахать. Ну просто, когда ты это осознаешь, когда ты в это играешь, ты понимаешь, насколько им плевать. Каждые 2 месяца можно было бы полностью мету переделывать. Полностью, каждые 2 месяца. И каждые 2 месяца, когда ты переделываешь мету, ты можешь сразу следить за тем, что происходит в игре. Что не добалансено, что добалансить, что-то доделать, что-то переделать. Можно графику игры подтянуть еще выше. Можно, да, может, ну, просто... Все зависит лишь от их, вот, не знаю чего даже, не воображения, я даже не знаю, как это назвать. Ну вот как это назвать? Короче, просто им надо прислушаться к своему комьюнити, и они бы сделали игру обалденнейшей. О, ай-яй-яй, топ-1, а зачем ты заранее юзнул договор? Ты типа так обрадовался, что решил заранее типа сделать так, а? А зачем ты сейчас хаотичный договор юзнул? Зачем мету переделывать, если надо делать баланс? Ну, я в целом имею в виду то, что каждые 2 месяца можно было бы полностью переделывать мету. Полностью. То есть, блин, как это объяснить? Вот в Teamfight Tactics каждые 2 месяца делается обнова. И там каждые 2 месяца игра меняется до неузнаваемости. И в первые же дни пилятся всякие балансы, всякие правки. В первый же день там может выйти еще такой патч до баланса. То есть пару часов поработает патч. И в первый же день могут там фиксы такие выпустить, что прям диву даешься. Вот именно в ТФТ так. Там работают ребята. Есть имба, сразу бум понерфили, типа, сделали нормально, типа, как работает. Но я так и понял, топ-1. Ты просто обрадовался очень сильно, что у тебя минер, и ты такой думаешь, мне плевать. Кому нравится весь 4 тира щит, который называется Доспех Экзорцизма? Мне. Мне он нравится, знаешь почему? Потому что когда он не падает, мне хочется выкинуть комп. Но я понимаю, сколько комп стоит.
И сразу желание отпадает. Знаешь, там сумма в долларах сразу. О, там есть скилловичок номер 2, топ не один. Я смотрю, вы тут вдвоем, там, ну, кенты. На 5 уровне найти антимага. Ребята, видели? Тинкер в Маморе, как вам? Next level play. Next level play. Это просто что-то скрытое, это что-то, короче, не знаю. Что-то не на нашем, короче. Ребят, лайки, лайки под стрим. 12 лайков всего лишь, алло. Ну что за дела? Но сейчас вот это, смотрите, вангую. Даже если сейчас топ не соберет ранних мехов, ранних гоблинов, то вот этот чел с антимагом с одной звездой порвет его весь стол, который у него сейчас есть. Просто. Там антимаг взорвет его стол. Так, секунду, у меня кошка взбесилась. Секундочку. Но это дефолт. Это дефолт, знаешь, это когда твоему противнику идет абсолютно все, а ты пытаешься на чем-то необычном поиграть, и тебе просто всю игру руинят. Я вот выпустил каточку с ТБшкой. А ну, вебка нормально? Вебка нормально. Я вот выпустил каточку с ТБшкой. Катка обалденная, все такое. Но там чел на Манки Кинге просто, ну, божественно сыграл. Сразу видно на скилле. У разрабов же есть явно статистика, какую фигуру насколько часто берут, а какой у нее винрейт. Можно просто брать 3, 5, 7 фигур самых слабых или непопулярных хапать, а популярных резать, если за первый день-два кто-то через чурымбовый будет. То резать быстренько. Такая же тема с предметами. О, кстати, антимаг, смотрите. Я говорил, что антимаг один его порвет весь стол. Как вам? Баланс? У него легендарная фигура стоит. Легендарная фигура. Но его порвал антимаг. Одной звезды. Добрый вечер. Но сейчас он золотые роллы будет уже получать. Сейчас там уже, скорее всего. Но даже на самом деле с золотыми... Не, ну ему нужна цветка. У него будет цветка 5-го тира. Он порвет всех. Только соберет импресску в 3 звезды, он разорвет всем пятую точку. Импресска в 2 звезды под рогом войны 1-го тира там будет разваливать. Сейчас, если он с первых роллов найдет себе импресску в 2 звезды, это все, это поплава. Противники могут просто брать и ливать с этой катки. У них все это есть, у разработчиков. Абсолютно все. Но как же им... Все равно. Кстати, классный баф гоблинов упал. Если он сейчас еще и проиграет мобам, это будет рофл. Но не должен вроде, не должен. Вроде все норм. Нет, не бей минера! Миссы, работайте! Минка, на последний... Давай на последний порах. Взрыв! Бам! Добивай! Нет, не умри! Мисс! Мисс! Как же это обидно. Мне 3 мага помогло. Джакира, Зевс, золотых роллов. Ну, кстати, тоже может помочь хорошо. О, драконий рог. Имбулька. Сразу минку будет ставить. Как по мне, надо взять уровень и поставить баф гоблинов. Чтобы 100% уверен быть в том, что тебя так сильно пробивать не будут. Ну, если там антимаг, конечно, не будет приходить. О, выходит, да? Надо выходить, брать баф гоблинов, как по мне. Не хочет пока что, не хочет пока что. Ну ладно. Ну, тут слабый стол, сейчас он должен забрать этот стол. Бам. Или нет? Или там сейчас Омник ему расскажет, что почем. Почем помидоры на базаре сегодня? Не, нормально. Кстати, вдруг кто не знает, то баф мехов дает дополнительный отхил. Просто обычную хп-регенерацию увеличить на 50%.
Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, 2 квапы. Это хорошо. Можно взять лешего, кстати. Можно взять лешего. Взять уровень и поставить лешего сверху. Зачастую вот такие вот проекты, как FTCS, ну тут на самом деле остались только одни энтузиасты. Это не баф мехов, а их класс... А, ну да, да. Спасибо за поправку, точно. Это классовая их особенность. То, что механизмы получают на 50% больше от хила. Ба. Больно. Тяжело, тяжело пока что. Надо уровень. Баф мехов поможет. Мехи дольше жить будут, соответственно, и шансов того, что выживет минер намного выше. А что ты, кстати, не вышел из уровня сейчас и не поставил баф гоблинов? А, вышел, все. Не, ну все равно... А почему не баф гоблинов? А, все. Все-таки плюс 18 брони и 30 хп регена. Это прям вкусно. Там сейчас хп регена будет у этого минера огромный. Плюс 50% хп регена еще сверху. Там почти 100 хп регена. О, спасибо. Спасибо тебе, добрый человек, что ты играешь на жрецах. Спасибо, спасибо. Просто прикормку подогнал. О, не, ну это, конечно, не то, что бы хотелось, но в принципе это очень приятно. Раз леший так идет, надо брать лешего. Жалко, что это не минер. Минеру 2 звезды уже бы хорошо было. Ну, кстати, можно было бы и квапу поставить, она довольно-таки сильно дамажит. Вместо бафа гоблинов, как по мне. Надо вообще посмотреть, что там у противников. Там остался один чел, у которого 19 хп. Если он там себе плохой стол имеет, можно было бы поставить и квапу. Было бы неплохо. Не, ну это жестко. Найти минера со старта, поставить золотые роллы себе. Ты тут 10-й ранее берешь, шлем Ареса юзаешь, и не всегда можешь найти себе легендарные фигуры. А тут тебе на, с пандочки, минерчика. Ну, все как надо. Мне обычно, когда панда приносит, она мне приносит там гоблина-убийцу. Спасибо, спасибо тебе, добрый человек, за то, что ты тоже мне сейчас ему принесешь золотые роллы. Спасибо тебе, добрый человек. Спасибо. Знаешь, как это говорится? Санечки тебе похавать принес. Просто вот эти добрые люди. За такое мы их любим. В сегодняшнем ролике видели. Это все неправда. Это все неправда. Кстати, я бы минера, наверное, чуть-чуть назад поставил. Мне что-то кажется, что его сейчас вот эти вот урсы распетляют, нечего делать. Там рог драконий, не проблема. Ну, в принципе, да. Еще плюс золотой ролл. Давай, что тут еще сейчас тебе? О, сумка пандамена. Под заказ, под твои золотые роллы. Как надо. Ну, это кайф. О, за 2 монетки апает себе минерчика. Ну, кайфули, кайфули. Баф мехов. Да зачем он нужен? У меня уже минеру 2 звезды. Можно квапу поставить, это будет имбово, да. О, еще вертолет. О, эмпрессочка. Ха-ха. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. Да, это жестко. Ну, кстати, можно было бы еще и духа пятерку собирать, этой духу. Под его контроль дух пятерка бы там нормально взрывал. Там же на скилл квапы не работает дух пятерка. К сожалению. О, взял. Ну, духа пятерку скипнул.
Не поверил в духа пятерку? Или какой у тебя был план действий? Я думаю, они там уже отчаялись. Вполне можно, но я поздно об этом вспомнил. Ну ничего, я думаю, тут ты знаешь, ты уже, знаешь, левой ногой мизинцем играл уже здесь. Точнее, не так. Мизинцем левой ноги. Так правильно звучит. Импрессочка, еще одна. Давай, здорово. Продавай в задницу этого лешего. Зачем он тебе нужен? Че, кстати, лешего держишь? Вместо копы поставил. Ну, в принципе, окей. Левым мизинцем правой пятки передней ноги играл. Либо так. Не, ну это жестко. Это очень жестко. Типа, ты когда такое видишь, у тебя уже руки опускаются хоть что-то либо делать. Там еще и такие билды странные, нереально. А там вообще какие... Там чилы на чем-то таком непонятном играют. С Лешим одну тему хорошую хотел замутить, но не получилось по итогу. А что хоть за тема, расскажи. Полуорков? Под духа пятерку? Ну, ну окей, сейчас посмотрим. Но в самом деле это жестко. Очень жестко. Сумка пандамена под золотые роллы, это, ну, это нереально уже, типа, уже. Не, реально на самом деле, если чуваку приходит, там, допустим, Манки Кинг в 3 звезды под гритерами с антимагом, вот, тогда реально. Но у тебя для этого есть импреска. Собирается импреска в 3 звезды и наваливаешь движа. О, еще одно. Ой-ой-ой-ой-ой. Царство небесное им. Сочувствую молодым, сочувствую. Да зачем ты их покупаешь? Они тебе уже не нужны. Я бы их даже не пытался брать. 9 магов, ну как же плевать. 9 охотников. Но я думаю, вообще не страшно. Не, забей. Не хочется ее скипать. Какой же это прикол. Яйцо упало. Прямо под заказ. Я только об этом думал. Еще бы сейчас яйцо, и Квапа была бы уже в 3 звезды. Квапа в 3 звезды. Боже, она ж столько дамага наносит. У нее еще и КД минимальная там. Под 4 богами она бы вообще в вечном в диспозиционке держала их. О, ну можно шарбезно взять от мага. Да, все. Там еще сейчас 9 охотников, у тебя Квапа, которая сама решит все вопросы. Под импрессочку. Сейчас бы еще урок войны, и было бы замечательно. Надо посмотреть расстановку этого 9. Хотя плевать. Можно даже не смотреть уже расстановку того 9 охотников. Угу. Стола уже не хватает, понимаете? Настолько намажерванился, что даже стола ему теперь не хватает. Там гоблин цвета тоже собрался уже фуловый.
Но он все равно слабый. Девять магов был опасен, но теперь он уже не опасен. Он вообще не опасен. Это конечное. Интересно, сколько раундов продержится игра? Я думаю, раундов 30. Ну, 32 раунда максимум. Ставлю ставку на 32 раунда. Что думаете? Смотрим на урончик КВП. Да! 5000 урона. Ну, маловато, кстати, как-то. Но сама суть, посмотрите, сколько времени она держит в контроле. Жестко. Очень долго они прыгали. На самом деле гениальный мув. Собираешь себе несколько сердец. Ой-ой-ой, кстати, сейчас же... А, не хватает одного. Одного друида не хватает. Может продать? Кого продать? А кого продать-то? Ну, цветку можно было бы продать. Вот это вот первую за монетку. Ее можно, в принципе, и в одну оставить. Минера продал, окей. Но если... Ну, минер на самом деле в 3 звезды он такой слабоватый. Типа, на самом деле, я бы минеру, наверное, ну, не сделал... Я бы сделал ему чуть побольше урона. Потому что... Ну, либо хотя бы сделал минку, что она магическим уроном бьет. Потом, ну, не знаю. Или чистым уроном даже лучше понабила. Потому что те же самые воины спокойно контрят эту минку. Без единого, как бы, шанса. Ого. А чё ты такой жесткий? А ну-ка давай, в могилу, откуда пришел, ушел. До свидания. Ну, ты глянь, как разбушевался. Я же занервничал в моменте. Мне вот интересно их мысли послушать, от этих вот противников. Что они думают на этот счет? Я думаю, они там сидят с разинутыми ртами и такие думают, ну и что делать? Ну и что нам делать теперь-то? Мина долго взрывается. Ну, либо мина, чтобы быстрее взрывалась, тоже как вариант. Там, кстати, чел тоже играет на фулл мехах, но это ему уже не поможет, уже поздно. Все, конечное для него. Ну вот и все, ну вот и все. Он ушел из твоей жизни. Конкурента сбросил. Яйцо. И Фура, кстати, пришел. Фу. А. Интересно. Я походу понял, что ты хочешь сделать. Ай-яй-яй, золотые роллы сломал. Раунд закончился, а мина через 3 дня взорвалась. У соседа. Он просто минировал соседа, понимаешь? Ой-ой-ой. Я понял, ты хочешь 2 леших собрать в 3 звезды, да? И все это под цветочкой. Цветочка 3-звездочная. Ёшкин-матрёшкин. Какая она мощная. У нее же, если что, еще брошка стоит. Это прям имбулька. А, кстати, Аризак продался? Аризак продался. И где же твой резак? И где же твой резак? Потерялся немножко, растерялся. Духа 5 не покупаешь. Зря.
Ну так думаю, ну тебя в баню, короче, ты леший, ну тебя в баню. Надо было, знаешь, на скиллухе сейчас взять, отдать свой винстрик под аптечку, взять себе 11 и кайфануть от игры. Ну все, конечно, так. Последний гвоздь в крышку гроба. Все, один раунд и конечная. Надо было цветку кирить. Саня, а ты говорил, что гоблины не тащат. Откуда они в топе? Катка, ладья, походу. Недословно. Так, он же на золотых мехах сыграл, конечно. Ты шо? Конечно, тащит на золотых мехах. Если бы не было золотых мехах, он бы на гоблинах не дотащил бы до топа вообще. Молодого 3 хп осталось. Аганимчик. В духа пятерочку, да? Естественно. Можно предмет первого тира попробовать тролльнуть. Клевер. А я не помню, ты Рок войны скипнул? Все, Манки Кинг имба, ребят. Сейчас Манки Кинг затащит игру, проверяйте. Какая-то поплава, боже. На 100 хп ушел. 100 хп, 19 винстрик. Да, это сильно, да, это круто. Вот так вот. Игрушка. Боже, зарешать. В виде минера на старте. Тут даже можно не чекать вражеские столы. Тут и так понятно. И красиво 100 хп закончил. Да, да. Рапира даже у молодого была. Но как же плевать на это все, отвечаю. Это, ну, вот еще один пример того, насколько игра скиллозависима. Просто тебе приходит минер на ранних раундах, ставишь себе золотых роллов, и все, и просто кайфуешь от игры. Все. Как-то так. Такое законтрить, ну, нереально. Не, ну, может быть, если бы он 6 морских поставил с шаром бездны, он бы мог вернуть весь твой урон. Но, ты бы мог закерить спокойно МПС-ку в 3 звезды, и он бы ничего не сделал бы вдвойне. Что бы он там не пытался сделать, МПС-ка бы 3 звезды там его просто порвала бы. Как бы он ни старался. 6 морских могут законтрить, потому что, типа, много там урона будет тебе носиться со способности, но на самом деле это так плевать было бы. Там надо 6 морских плюс шар бездны, соответственно, ставить, допустим, какого-то антимага, чтобы он переживал, чтобы он возвраткой убивал. Но ему не проблема было бы МПС-ку закерить и просто МПС-кой выжечь его. Да, это круто. Ну, классные каточки. Вот, скиллозависимая игра, ребят. Вот она, вот, в собственном соку. Как-то так. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте оставить свой лайк, комментарий, а также подписаться на мои каналы. Ссылка на мой телеграм-канал закреплена в комментариях. Там я пишу по поводу обновления игры, когда будут стримы, и в целом веду небольшой свой личный блог. Так что всем спасибо и всем удачи.